Привет, ребята! Нам достался такой вот житель подземных глубин. Точнее, родители позвонили и сказали, что словили на даче крота. Когда же он попал к нам в руки, то стало ясно, что не крот это вовсе, а слепыш. Хотя оба животных и относятся к неутомимым землекопам, на самом деле они даже не родственники. Крот насекомоядный и питается разными личинками, червями, одним словом животной пищей. Слепыш же растительноядный и питается в основном корешками и корнеплодами. По сути, это и делает его истинным вредителем дачников. Попадая на огород, он становится настоящим бедствием, уничтожая клубни и луковицы культурных растений. Мы же не станем с ним бороться, а попробуем снять эксперимент, сделав для него собственный террариум. Начнем со сборки деревянного каркаса из доски шириной 15 сантиметров. Фиксируем две между собой шурупами. Аналогичные манипуляции проделываем с каждым из 4 углов. Дальше нам понадобится металлический уголок, который прикручиваем к доске. Таких уголка будет 4 штуки, по 2 с каждой стороны. Каркас готов, уголки на месте, можно укладывать сверху стекло, которое станет наблюдательной стеной в будущем террариуме. Чтобы закрепить само стекло, воспользуемся деревянными планками, которые прикручиваем к уже готовому каркасу. Итого у нас получился такой вот домик для подземного обитателя. С двух сторон прозрачный и с деревянными бортами по бокам. 1,30 м в высоту и 90 см в ширину. Внизу ножки распорки для фиксации вертикального положения. Разумеется, следующим этапом будет заполнение террариума землей. Самое обычное из поля, чтобы воссоздать максимально приближенные условия к реальным. Вот так выглядит одно ведро земли в террариуме. Остается еще 14. После заполнения стекла стали невероятно зеркальными. Это будет немного мешать съемке, но нисколько не повлияет на эксперимент Live Today. Все готово для заселения, переходим к самой интересной части видео. Запускаем грызуна и начинаем наблюдение. Скоро он зароется под землю, поэтому сейчас самое лучшее время, чтобы рассмотреть животное. У слепыша довольно красивый, как для подземного животного, мех. Цвета слоновой кости, то ли пепельно-желтого. В общем, как думаете, какой это цвет, напишите в комменты. Тело длинное, морда слегка приплюснутая. Там, где должны быть глаза, находятся складки кожи, укрытые щетинками. Но самая интересная отличительная черта — это огромные зубы. Именно острые, торчащие наружу резцы и являются главным копательным орудием. Пожалуй, первый минус нашей конструкции — очень много земли, и слепышу потолок прям давит на голову. Придется немного отобрать лишней. Тем более, когда он станет рыть норы, земли сверху появится еще больше. Грызун довольно смелый, не видит опасность, но чувствует, что нужно защищаться, и становится в позу. Каким было наше удивление, когда мы увидели его уши. Они не такие, как все привыкли видеть у животных. Ушные раковины отсутствуют, просто маленькие тоннели в голове, тщательно скрытые под слоем шерсти. Вот слепыш нашел на земле корешок и принялся его грызть, обхватил и удерживает передними лапками, повадки как у всех грызунов. И вот слепыш принялся копать. Точнее, он пока не копает, так как бульдозер раскидывает валуны. Мы думали, он будет рыть лапами, а он головой пытается углубиться в землю. Хотя вот наконец в ход пошли лапы. Передними разгребает, задними откидывает землю. Принялся за дело, которое он умеет делать лучше всего в жизни. В ход идет все, и лапы, чтобы рыть, и голова, чтобы лишнюю землю отталкивать в сторону. Попытал удачу в одной стороне, затем переключился на другой угол. Снова вернулся на старое место, какой беспокойный малый.
Мы поставили камеру на таймлапс и покажем, как выглядел следующий час суеты землекопа. Надо сказать, он прям реально старается, но вырыть нору в рассыпчатом грунте сложно, даже для профессионала в вопросах тоннелестроения. После того, как много сил и времени ушло на процесс копания, а результата достигнуто не было, Пушистик решил умыться. Кто бы мог подумать, что животное, живущее под землей, кажется таким чистоплотным. Мы решили немного порадовать Слепыша и подогнать ему вкусняшку в виде морковки. Пусть немного подкрепится и пополнит запас калорий. Надо сказать, это и правда оказался деликатес для растительноядного грызуна. С таким аппетитом он набросился на морковку, отгрызает и смакует. Затем он взял паузу и стал, вы не поверите, точить зубы. А звук какой стоит. Такого мы еще не видели. Похоже, после пары укусов корнеплода решил, что резцы затупились. Когда зубы снова стали острыми, поедание продолжилось. Обхватил двумя лапками и грызет. Уже и весь день прошел. То постройка террариума, то засыпание земли, затем заселение, но самого главного мы пока так и не увидели. А именно процесс тоннелестроения. Следующие действия останутся за кадром. Мы вынули грызуна, смочили землю, запустили его обратно и оставили на ночь. На утро пришли, Слепыша нигде нет. Морковки тоже нет. Вся земля сверху перерыта, а самого не видать. Даже нет норы, ведущей под землю. Зато в земле появилась куча тоннелей, и хорошо видно как с одной, так и с другой стороны. Нехилые такие коридоры. А вот самого грызуна нигде не видно. И наконец удалось отыскать жителя нашего террариума. Можем теперь посмотреть, как он работает. Вылез наружу и вслушивается, кто здесь ходит, что за суета. А вот видно, как он часть вырытой земли из своего дома выталкивает головой наружу. Может и не сильно хорошо, все-таки это происходит под землей, но видно, что грызун расчищает тоннель головой как бульдозер. А еще он под землей так быстро перемещается, что только успевай следить. Когда породы под верхом собралось много, снова настал процесс выталкивания ее из норы. Постоял немного, подышал свежим воздухом и сдал назад. Такие вылазки повторялись неоднократно, и что забавно, каждый раз нора появлялась в разном месте. А теперь попробуем заглянуть внутрь. У него здесь такое количество веток, что это прям целый метрополитен с разным уровнем глубины. Благо террариум прозрачный, а ширина его всего 15 сантиметров, поэтому сможем рассмотреть все в деталях. Здесь не просто коридоры, а целые камеры или кладовые, куда будут сноситься будущие запасы. Их размеры в несколько раз больше размера самого грызуна, как по ширине, так и по высоте. Можно легко развернуться, помыться, привести себя в порядок. Может, для этого тут так много комнат? У каждой свое назначение? Строительство, кстати, не прекращается ни на минуту. Вот здесь мы можем рассмотреть все в деталях. Для того, чтобы углубиться или прорыть новый тоннель, грызун передними лапами распушивает землю. Если грунт не поддается, то в ход идут зубы. И так по очереди, то лапами, то зубами, миллиметр за миллиметром. А когда земли становится много, переходит снова в режим бульдозера, выгребая землю. А вот как суетливо он выглядит в течение часа, если снимать на таймлапс. Грызун хорошо так потрудился и вылез наверх. Возможно, в поисках новой пищи. Снова предложим морковку, и снова Слепыш принялся с жадностью ее грызть. Мы думали, утащит в нору, но нет, лег рядом и смакует. Прошло буквально несколько минут, и Слепыш как будто услышал нас, остановился и стал вспоминать, откуда он пришел. Такой слепой, что впритык не видит свою нору. Более того, в попытках отыскать он и вовсе ее зарыл. Теперь понятно, почему Слепыш. Но он не сдается, а принялся рыть новую нору.
Если он умудрился потерять на таком маленьком пространстве, то как он ориентируется в поле? Ничего не получилось, пошел в другой угол. И уже здесь смог выполнить свою миссию и попасть домой. Хорошо, что все дороги ведут к сети метро. Но самое интересное, что теперь он принялся зарывать вход в свой дом, бросил морковку и закрыл за собой двери. Каждый раз, ребята, мы показывали, как кормим его самостоятельно. Интересно, а как проходит процесс воровства урожая? Если вам тоже интересно, ставьте плюсик в комменты, и мы попробуем сымитировать такую ситуацию в следующем видео. А сегодня все, пока. Пока-пока.